Так, я приготовила вот такой вот, он очень странно выглядит, я знаю. Это такой овсяный пирог с какао и шоколадом. То, что вы видите, вот это вот все шоколад. Сделала такой пирог, сейчас еще разрежу его, положу на тарелку и сверху сахарной пудры. Сладкого чего-то хочется. Еще варю, кстати, рисовую кашу. Тоже сладкой рисовой каши захотелось. Всем привет! Да, Юра со мной идет в поликлинику. Мы пешком, конечно, тяжко, но далековато. Но нужно. Мне вчера утром я переписывалась с доктором моим. Она уехала. Сказала, что есть дежурный врач. Иди, будут колоть иммуноглобулин. И меня посмотрят. УЗИ, ничего, анализы, ничего не работает. Просто поговорить да посмотреть меня нужно сегодня. На улице такая солнечная погода, но очень морозно. Наверное, -5 примерно. Мы уже все, идем домой, топаем. Укололи мне иммуноглобулин. Думала, в руку будет. Она говорит, снимай штаны. Вот, конечно, немножко поводила меня после укола, но сейчас хорошо. Хорошо, что Юрка со мной все-таки рядышком. Короче, девочки, работают только 2 врача, онколог и гинеколог в поликлинике. Больше никого нет. У нас в экомаркете есть даже свинина. Не знаю, цена дорогая, наверное. Но в экомаркете много чего можно найти. Мы нашли масло. Масло взяли 2 пачки. Вот. Семечки, конечно же. Молочки нет. Лимонад, да, можно взять. Я не знаю, так бывает, сладкого что-то захочется. Вот подумала, может мне детское питание какое-то употреблять. Для того, чтобы немножко больше рос ребеночек. Потому что такое не сильно большое, я вам скажу, вчера после доктора. Она сказала, что ну, это нормально, говорит, в нынешней ситуации. Ой, людей там очередь стоит, тоже в Ганделике, и за мясом стоит. Я сегодня сварю, наверное, супик чечевичный. Чечевица есть, делаю. Сегодня такой ужасно холодный ветер был на улице. Я вышла пройтись, потому что я ночью ужасно спала. Можно сказать, я вообще не спала. У меня болели тазобедренные суставы, но как-то справилась. Я в такой боли я, честно, никогда не ощущала раньше. Я не знаю, связано ли это с уколом, который мне кололи. Без понятия. Надеюсь, что сегодня так не будет болеть. И на улице так было холодно, мне надуло лицо. Губы, лицо, все полностью. Тоже надеюсь, что не заболею. Сейчас не поверите, что я делаю. Короче, варю я кашу. И варю я кашу не нам, а варю кашу собачке. У нас тут на стройке живет собачка. И здесь я добавила рис, чечевицу, картошку, такое. И хвост семги. Семга не очень удачная. В морозилке завалялась, поэтому она же такая старенькая. Сейчас сварю, да, она остынет, отнесу. Наш сосед подкармливает ее, и другие тоже подкармливают. Я тоже решила внести своих 5 копеек, чтобы она не была голодной. Тут живет песик. И я когда подошла, возле мисок было около 10 мышей. Вот, еще и мышек покормим. Сейчас мама приехала, у нас уже следующий день. Я помыла унитаз, помыла полы, попылесосила, отвлекаю себя. Вот, даже смогла шарлотку испечь. Сейчас я хочу поделиться с ней. Вот, и сделала чечевичный суп, такой, чтобы был сытный. И, кстати, получился очень неплохо. Я давно не готовила именно чечевичный супик. У меня, короче, на нервной почве, я не знаю, на чем, но начало болеть горло. Поэтому я сейчас хочу перемолоть ягоды. У меня из морозилки были смородина, клюква, земляника, немножко еще лимона добавлю. Сделаю такую кашицу с сахаром и буду пить чай, попивать. Так даже немножко неловко, у нас следующий день, и я даже немножко за эти недели накрасилась, поднять себе настроение. И сейчас мы с Юрой будем, не сейчас, через час,
выходить к району, я впервые, наверное, воспользуюсь помощью. Девочка предложила отдать памперсы. Она недавно родила, но ребеночек вырос и уже вырос с памперсов, поэтому там памперсы, еще что-то. Фух, тяжко разговаривать. Вот, такой хочу бартер сделать. Я ей там косметику сложила и шоколадку куплю по пути. Вот, очень приятно, что, конечно, такая помощь. Вот, и будет мне реально очень пригодиться, поэтому очень благодарна. Идти мне примерно минут 40 с моим тонусом, не знаю, постараюсь за 40 минут дойти, может даже быстрее получится, вот. И там пойдем на разведку, посмотрим, что есть, может сниму вам, что в Сельпо в районе продают из еды. Сегодня, во-первых, сегодня в 3 часа ночи начали очень сильно шуметь у нас на горизонте, прям очень сильно шуметь, и это не... Ну, короче, это именно просто боевые действия. Вот, и они длились до... где-то до 9 утра, примерно так, до 10 даже. Я вам скажу, что звуки, конечно, не из приятных, очень страшные, и они все ближе и ближе. Надеюсь, все-таки не доберутся до Киева, до нас. Вот, их там останавливают, конечно же, наши ребята молодцы, реально справляются. Я из-за этого, ну, не спала практически всю ночь. С Юрой утром немножко подремали, поэтому я вообще такая, знаете, никакая, можно так сказать. Я бы пришла, что-то перекусила бы и легла спать, потому что все-таки график, он как-то влияет. У меня ребенок начинает очень сильно так, очень активно. Вот раньше, может, из-за того, что уже вырос, я ж не знаю, как должно быть, понимаете. Врач сказала, что все нормально, но она ж УЗИ не делала, так посмотрела. Вот, и сильно-сильно так прям толкается, прям как будто бежит куда-то. Ева у нас на охране спит в этой штуке постоянно. Сейчас я ее подниму на кровать. Кровать даже не застеляем и застилаем. И спим практически в одежде, в том, в чем ходим на улицу, потому что, чтобы сразу вскочить и, если что, убежать. Такое ощущение, что вообще ничего не происходит, столько людей и машин, прям как в обычные будни. Мы сейчас топаем в район. Выходи, выходи, привет, моя хорошая. Привет, ты такая широкая. Тебе тут нормально кормят? Я тебе кушать принесла. Кушать тебе принесла. Сейчас, на. Тетя песика. Иди сюда, песик. Иди похавай, иди. Иди, нями-нями. Что там тебе? Мышки тебя развлекают, а? Тютик. Сторожишь, да? Сторожишь. Все, Зай? Пёсель. Иди кушай. Иди кушай. Я жду, тебе нравится или нет. Завтра будет другое меню. Она широкая, смотри, она совсем не голодная. Конечно. Я на старости такая широкая. Фиг поймешь. Ну пошли. Сейчас, подожди, стесняюсь. Сейчас там мыши еще, мышей полно. Слышишь, семгой сваренная каша. Не знаю, что съесть. Не голодная, значит. Не голодная, на потом. Познакомилась я с Ирой, мы уже дома, кстати. Ирочка вообще мне столько всего передала, девочки, я вам не могу передать. Вы посмотрите, памперсы, ножнички, вот эти такие, знаете, специальные, ну, чтобы не острые для ребеночка. Вообще первый раз такие в руках держу. Вот, такой кремчик под подгузник, также бетадин еще, специальные такие трусики для меня, пригодится в роддом, мыло. Потом еще вот такое
памперсы. Как раз это 2-5 килограмм. Вот это памперс тоже. Еще вот такие. Хаггис 3-5. И еще грызунки. Это от 3 месяцев. Они такие приятные на ощупь. Это у Миечки был такой, я трогала. Прикольные. И здесь еще даже пеленочка хбшная. Пеленка. И салфетки. И еще кремик. И даже вот такой набор расчесочек. Вот я еще, кстати, расчески не покупала, поэтому очень актуально. Боже, Ира, если смотришь, огромное тебе еще раз спасибо. Прям очень-очень помогла. Огромное спасибо. Тут такая вот красота. Красота, да, девочки. Сало, кстати, но это не прям пища, я вам скажу, во-первых, бедных, во-вторых, это просто деликатес, и это изысканное блюдо, потому что вот кто не пробовал варить сало, Юр, скажи, да, обязательно попробуйте, особенно Специи, да, специи, вот мы почеревку сейчас варим, очень вкусно получается, лучше, чем эти разные ваши хамоны и все остальное, на самом деле.